道是不足为虑。这是有多少数量的冤魂才炼制的武器？我要把你留到最后，你到底是24-я серия Боевого континента 2 обещает одно из самых драматичных и мощных событий во всей истории. Начинается новая глава, смертельное противостояние между богом смерти, титулованной Есишуй, и Хуюйхао, в которое вмешается даже бог зверей Дитянь. После сокрушительного поражения Небесной Империи, армии Империи Синло начинают наступление на горы Миндоу, важнейший стратегический рубеж Империи Солнца и Луны. Цель операции – уничтожить башню бога смерти, духовного проводника 9 уровня, и тем самым ослабить врага. Хуэйхао лично возглавляет операцию. Его план прост, но рискован. Сначала он должен в одиночку прорваться сквозь разведывательные барьеры и пушки духовных инструментов, а затем активировать немертвый геймплан, чтобы призвать своих союзников, титулованных Доуло из Звездной Империи. Тайхао, Сюй Саньши, Дзянь Наньнань и другие бойцы Белого Тигра ждут его сигнала. Во время миссии Хуэйхао неожиданно сталкивается с опасностью. Один из выстрелов из пушки поражает его, уничтожая одежду. Поскольку запасной одежды не было, он вынужден временно надеть женский наряд Танутун. К сожалению, этот комический эпизод был в итоге вырезан из серии. Тем не менее, Танутун, следовавшая за ним тайно, вступает в бой рядом с ним. Когда башня смерти наводит пушку прямо на Танутун, Хуэйхао без колебаний жертвует собой и активирует способность замена черной черепахи, принимая смертельный удар на себя. Благодаря обратной чешуе звериного бога Дитяня, наложенной в его теле, Хуэйхао выживает. Потом он призывает 13 титулованных Доуло Империи Синло. Под руководством Хуэйхао и общим духовным восприятием их группа начинает штурм башни смерти. Под их натиском взрываются многочисленные духовные пушки, вершины гор покрываются руинами, и кажется, победа близка. Но именно в этот момент появляется та, кто изменит все. Смертоносный титулованный Есишуй. Она властно выходит из вихря красной энергии, окутанной душами погибших. Ее красное платье и аура убийственной ненависти мгновенно парализуют поле боя. Есишуй абсолютно титулованный 99 уровня. Предельный мастер, живший в ту же эпоху, что и Лун Сяояо и Муэ. Создательница башни, так называемая титулованная богиня смерти, наконец-то предстает во всей красе. У нее также есть другая личность – Есишуй, верховный лидер культа Святого Духа. Одним ударом она полностью сокрушает 10 титулованных Империи Синло. Даже Сюаньцзи и гигантский молот Доуло оказываются беспомощны перед ее силой. Красная энергия, исходящая от нее, связывает каждого из них, погружая в вихрь ненависти и отчаяния. Есишуй лично схватила Хуэйхао, сжимает ему шею и поднимает в воздух. Хуэйхао пытается спастись, называя себя учеником Муэна, надеясь на пощаду. И сначала Есишуй действительно колеблется, ведь имя Муэна пробудило в ней воспоминания. Но затем, вспомнив страдания, которые ей причинил этот человек, она преисполняется ярости. Ее глаза наливаются кровью, и она решает убить Хуэйхао, чтобы отправить его к своему учителю. Танутун не в силах смотреть на происходящее и в отчаянии кричит, что Есишуй нарушила свое слово, ведь обещала не убивать его, но ее мольбы бесполезны. Есишуй теряет контроль, поглощенная ненавистью. Когда Есишуй почти душит Хуэйхао, черная аура внезапно вспыхивает вокруг него. Это активируется сила обратной чешуи Дитяня. Ее энергия пронизывает тело Хуэйхао, и он временно принимает форму, напоминающую древнего зверя. Его глаза становятся золотыми, кожа бледнеет, а из тела исходит мощный черный свет. В этот момент Есишуй понимает, что перед ней больше не человек. Она собирает духовную силу и вступает в бой, но ее атаки не достигают цели. Черная аура Хуэйхао неуязвима. Это уже не сам Хуэйхао. Через него действует Дитянь. Схватка разражается с чудовищной силой. Кога черного дракона обрушивается на голову Есишуй, а она отвечает взрывом духовной энергии. Воздух дрожит, а от ударной волны 13 титулованных Доуло отбрасывает назад. Однако, несмотря на невероятную мощь, ясно, что это не сам Хуэйхао ведет бой, а сила Дитяня, проявленная через него. Наконец, Дитянь появляется лично.
Он прорывает пространство, являясь в своей истинной форме, и с яростным ревом отбивает атаку Есишуй, спасая Хуэйхао и Танутун. Его сила столь подавляющая, что даже абсолютно титулованный бог смерти Есишуй вынужден отступить. Башня смерти теряет контроль, и Есишуй исчезает с поля боя. Хотя уничтожить башню смерти до конца не удалось, армия Империи Синло прорвала блокаду горы Миндоу. Империя Солнца и Луны вынуждена отступить, а ход войны меняется. С этого момента судьба континента Доуло вступает в новую решающую фазу. Началась эра, где в игру вступают в силы, почти равные богам. Напишите в комментариях, как вам появление такого мощного мастера, как Есишуй, 99 уровня. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.